Ну что ты, пойдем? Строитель сразу же, да? Вот строитель. Помощник. Привет всем, привет, друзья мои! Вы на канале Реймон. Всех люблю, всех обнимаю. Для тех зрителей, кто попал на этот канал в первый раз, хочу рассказать, что я строю здесь в лесу землянку. Непростую землянку. Землянка будет в комплексе с баней. Над баней будет еще одна комната, такая летний вариант. Прихожу я сюда не один, у меня есть друг, его зовут Яша. Это дикий кабан, который когда-то прибился сюда в землянку и остался со мной. Так он сейчас и живет у меня дома, свой участок. Он живет на этом участке и приходит со мной сюда. Ну а сейчас хочу показать вам, что тут произошло за неделю. Рассказать, что буду делать сегодня. Поехали! Так, здесь в землянке ничего не изменилось. Все, как я построил, так все и осталось. Лопаты стоят. Все без проблем. Нигде ничего не упало. Ветром, хотя был очень сильный ветер, ничего нигде не сдуло. Все-таки здесь овраг, и этот овраг спасает от ветра, от сильного. Поверху там что-то летает сильно, деревья наклоняются, но здесь внутри все в порядке. В землянке все отлично, тоже никаких изменений. Все стоит, все работает. Здесь тоже все отлично. И люстра висит, и веник мой стоит. Вокруг все зазеленело, совершенно ничего не видно. Землянку тоже практически не видно. А вот и друг Яша. Да, Яшенька, Яшенька. Ну что, малыш, малыш мой. Пока мы сюда шли, приходилось несколько раз останавливаться. Нашли интересное болотце. Яшка там покувыркался. Ой, хорошо, как Яшки. Давайте водичкой полить. Давай. Давай.
Вот так жарко ему. Ой, какое место шикарное. Болотце какое-то. Песочек. Водичка. Ой, красота, какая красота, Яшка. Как я тебе завидую. Я засмеялся. О, как рванет. Яша, ты чего? Пошли дальше, Яша. Пришли сюда, Яша снова тут покувыркался в земле. Ну, наконец-то мы дошли. Самое любимое место Яшина, да? Яша, надо тебе водички сюда залить. Сейчас возьму ведерко и налью тебе воды. Обрабатывает себя от клещей. Кстати, я тоже с собой взял, сейчас обработаю себя, потому что очень много комаров, клещей. Уже удалось мне как-то подхватить 2. После прошлого похода с себя снял 2. Хотя у меня вся одежда на манжетах. Я всегда одеваю плотные штаны с манжетами внизу, ремень сверху. Рукава в куртке у меня всегда с манжетами, но все равно они заваливаются за шиворот где-то и проникают на тело. Такие они вот твари. Сегодня моя задача — это заняться огородом. Надо посадить зелень. Конечно, ничего такого я здесь огурцы и помидоры садить не собираюсь. Мне надо здесь посадить зелень. Здесь будет петрушка, укроп, базилик какой-нибудь, что-нибудь в этом роде. Ну и, конечно же, я буду строить дальше землянку, баню. Надо выкопать в конце здесь уже, до конца, вернее, выкопать здесь всю землю. Сделать уже, начинать здесь обкладывать вход. Ну и в следующий раз уже, наверное, будем выходить на 2-й этаж. Укладывать потолок. Потому что без потолка здесь 2-й этаж не положишь. 2-й этаж будет с выносом метра на метр как минимум. Здесь будет терраса и вход. Поэтому будет здесь 2-й этаж, он важен сейчас для строительства. Пока я его не постелю, я не смогу выкладывать вот эту стену. Ну а здесь с боков буду пристраивать какие-то леса, типа. Здесь уже бревна не такие длинные, как с этой стороны. И с той стороны там вообще земля, там будет легко выкладывать. Высокое я это здание делать не буду. В рост и все. Яшка уже отдыхает в тенечке. Все. На улице градусов 18-20, очень жарко. Поэтому работать будет тяжело, набрал много воды. Поэтому думаю, что с этой жарой я справлюсь. Яша-то он закопается, и все, ему проблем вообще никаких. Тем более рядом есть лужа. Да, Яша? Брык, все, упал. Давно не чесали тебя, да? Не чесали давно. Его не почешешь, надо одевать перчатки. На нем все лужи, поэтому надо перчатки одевать, чтобы его почесать. Да, Яша? Ах ты моя морда, ах ты мой хороший, ах ты.
Яшка сразу в постельку. Свою. Прошлый поход он ночевал там. Утром, правда, пришел, но большую часть ночи там провел. Я здесь не закрывал ничего, все было открыто. Потому что он тогда спать же не даст, он будет стучать. Пятаком своим может и дверь вынести. Ну вот, наконец я и выкопал. Сейчас загоражу вон там тот угол. Надо его уже отгородить. И можно будет делать проход уже на террасу. А здесь стенка будет просто заложена бревнами. Дрова будут складываться так вот до верха. Сейчас хочу посадить огородик. Я смачивал землю. Вроде бы она уже вся промокла хорошо. Была очень сухая. Сейчас сделаю бороздки. Посею семена. И огородик будет готов. Вот такие семена я принес. Укроп. Базилик. Такой. Базилик такой. И олеандра и петрушка. Отлично. Сделаю 2 рядка и разделю на участки. И на разных будет разные сидеть. Угу, упаковка интересная. Все вот так запечатаны просто пакетики, а этот вакуумный.
Так, пора перекусить. Яшка, как всегда, побежал с курицей расправляться. У него тоже перекус. Подальше спрятаться от меня, чтоб не отобрал. Ну, а я чайку попью пока. Бутербродом. Обещал вам показать, как орешник цветет, но он еще не расцвел, еще нету. Вот цветы будут. Вот они появляются. Вот. Вот. Еще рано пока. Вот. Зато совсем недалеко от землянки я нашел вот такую дикую яблоню. И она так цветет сейчас. Все усыпано лепестками. Сейчас покажу вам, какие большие красивые цветы у нее. Вот такие. Вы понимали, какие они большие. Вот сравниваем с рукой. Ну что, Яшка? Ну, соскучился. Придет, обязательно ко мне прижмется. Нашел меня. Малыш ты мой, малыш.
Вот так я загородил угол. Начал вот здесь. И будет до верха, и с той стороны все закапываться. Такой будет угол тут. У меня многие спрашивали, чем я буду заниматься, когда закончу строить. Так вот, я вам сейчас покажу, чем я буду заниматься, когда закончу строить. Осторожно, Яш.
Не ешь, не ешь. Сразу на зуб проверяю. Давай одену тебе, иди сюда. Иди ко мне. Давай. О. Классно. Яша, ты Биг Бен. Биг Бой. Или как там тебя? Иди сюда. Давай вот сюда. Да подожди, ты одену. Не нравится тебе? Не нравится. Вот такая получилась миска. То ли миска, то ли ваза, то ли непонятно что. Но это еще обрабатываться будет, потому что сейчас сырое бревно. Его невозможно наждачкой обработать, наждачка сразу забивается. А когда будет по суше, а это будет через неделю, вот здесь постоит недельку, я обработаю все это наждачкой красиво. И будет очень интересная штука. Потом вы увидите, когда я ее покрашу маслом. Будет вообще супер. Сейчас это все выглядит так топорно. На следующей неделе все будет по-другому. Яша, ты устал? Сейчас костер буду палить. Да. Костер. А? Яшка пришел и упал. Пришел и упал. Кряхтун. Не копай. Яшка. Бессовестный. Перерыл уже все на свете. Иди туда копай. Давай, туда иди. Там копай. Не пойдет ни за что. Костер, если разожгли, все. Костер — это еда. Куда же оно идет? Куда я пойду от еды? Ни за что. Ну что ты, Яша, опять жаришься? Опять жарится. Ты же сам себя не съешь, Яша. Стоит у костра, а? Летом. Вот так вот. Короче, в бане мы будем париться вместе. Да, Яш? Я думаю, что ему понравится. Ага, печет. Печет, смотри. Сейчас подгоришь.
Это он, чтобы не раскидывать, вот так просто сёрбает. Так, я не собирался себе готовить, но у меня с прошлого раза в землянке здесь лежали грибы, и вот они неплохие остались. Я сейчас их примариную, поджарю. Мы пойдем с Яшей сегодня домой, потому что у меня завтра дела. Я не могу остаться. Сейчас я сделаю просто бутерброды. Есть немножко хлеба, грибочки, немного помидоров. Поджарю сейчас грибы с хлебушком жареным, чесночком натиру, помидорчик нарежу. И будет классный бутерброд. О, хлебушек поджарился. Отлично. Хлебушек можно убирать. Сейчас беру чесночок и хлебушек так вот обильненько натираю чесночком. Ох, запах сразу пошел. Это будет не хуже, чем колбаса на бутерброде. Что скажете? Вегетарианский бутерброд. Я думаю, с чайком зайдет отлично. Не очень, конечно, с грибами сочетается чай, но я думаю, все равно будет вкусно. Тем более я проголодался. Время еще есть. Светло на улице. Мы успеем дойти. Вот я решил приготовить себе такой ужин. Из ничего. Ну как не из ничего? Понятно, что продукты какие-то. Но все-таки. Сейчас заценим, что тут получилось. Угу, приятного аппетита, кто со мной будет кушать. Вполне себя. Угу. Класс. На этом, друзья мои, наше с Яшей путешествие заканчивается. Увидимся на следующей неделе. И постараюсь выложить видео на этой неделе про Яшу, как он там живет у меня дома. Если успею смонтировать, то обязательно выложу.
Ну, на этом хочу попрощаться с вами. Не забывайте подписываться. Всем пока.